Здравствуйте, мои дорогие любители мультфильмов. В сегодняшнем выпуске пасхалок я поищу их в супергеройском мультфильме от студий Warner Bros. Animated и DC Entertainment под названием «Бэтмен. Возвращение Темного рыцаря. Часть 1», и рассказывающим о новых приключениях Человека-летучей мыши. А его премьера состоялась в сентябре 2012 года. Ну а теперь давайте сразу же будем переходить к поиску в нем всего интересного. В самом начале мультфильма, во время гонки на скоростных машинах, автомобиль Брюса Уэйна взрывается и начинает бешено вращаться. И тут можно заметить, что, как и предполагалось, Бэтмен не отошел совсем от своих дел, как это хотело правительство. И его вращающийся силуэт в горящем болиде в одном из моментов повторяет контуры Человека-летучей мыши. Видимо, его внутреннее альтер-эго, хотящее вернуться на улицы Готэма, настолько сильно, что иногда даже проявляется в своем облике. В сцене, когда комиссар Гордон и Брюс Уэйн обсуждают происходящее, ужиная за столиком в одном уютном ресторане, Джим упоминает в разговоре два имени – Дик и Джейсон. И истинные поклонники комиксов вселенной DC сразу же уловят в них имена персонажей, имеющих очень сильное влияние в мире Бэтмена. А именно Дика Грейсона и Джейсона Тодда, первого и второго Робина, которые после стечения определенных обстоятельств в свое время отделились от Человека-летучей мыши и стали отдельными супергероями под псевдонимами Найтвинг и Красный Колпак. С Диком не разговаривал? Ты же знаешь, что нет. Жаль, что ты с ним не общаешься. Было бы на кого положиться. После того, что случилось с Джейсоном. В одном из своих кошмаров Брюс видит, как он еще юный бежит за белым кроликом, а впоследствии падает в глубокую нору. И, конечно же, вся эта сцена отсылает нас на сказку, написанную Льюисом Кэрроллом в 1865 году под названием «Алиса в стране чудес», в которой точно так же в самом начале маленькая девочка по имени Алиса видит убегающего кролика и, преследуя его, падает в кроличную норку, оказываясь тем самым в волшебном мире. Идем далее. В новостной передаче по местному телеканалу нам показывают интервью очень интересного персонажа, а именно главного редактора Daily Planet, Лану Лэнг, отсылая нас тем самым на еще одного супергероя вселенной DC, Супермена, потому что именно он работал в этой редакции. А также Лана в комиксах традиционно рассматривалась как любовь Кларка Кента, когда они еще были подростками в Смолвилле. И она очень часто появлялась на страницах со взрослым Суперменом, соперничая с его любовным интересом в лице Лоис Лейн. Следующую отсылку на Супермена можно заметить в психиатрической лечебнице. Там на футболке одного из лечащих врачей Харви Дента красуется логотип этого замечательного героя DC. Продолжаем. И очень много интересного нам встречается в магазине комиксов, в моменте, когда его посещает комиссар Гордон, и за ним туда входят убийцы. Там на полках стоит куча комиксов. И первый из них — это «Болотная тварь», часть 2, номер 73. Комикс, повествующий о приключениях ученого Алека Холланда, который в результате взрыва бомбы в своей лаборатории становится ужасным монстром. Следующий комикс — это «Кризис на бесконечных землях», номер 1, являющийся началом ограниченной кроссовер-серии, состоящей из 12 выпусков, которая была издана DC Comics в 1985-1986 годах, и в ней участвовал практически каждый значимый персонаж DC, а также их альтернативные версии. Еще один интересный экземпляр — это «Песочный человек», часть 2, номер 1. Также тут можно заметить и самый первый легендарный выпуск «Хранителей» из ограниченной серии комиксов, созданной писателем Аланом Муром, художником Дэйвом Гиббонсом и колористом Джоном Хиггинсом. На полках есть и еще одно творение от писателя Алана Мура, а именно коллекционное издание «В значит Вендетта», рассказывающее историю о таинственном революционере, называющем себя Ви, который пытается разрушить тоталитарный режим, заручившись поддержкой народа в антиутопичной Великобритании 1980-1990-х годов. Ну а на сегодня это была последняя пасхалка. Кому понравилось мое видео, не забывайте поделиться им со своими друзьями, чтобы они тоже смогли его посмотреть и оценить. А также очень жду от вас лайк под видео. Но чтобы не пропустить следующие не менее интересные выпуски, подписывайтесь на мой канал. А любителей пасхалок в играх подписывайтесь и на второй канал. Также, чтобы быть в курсе всех последних событий и узнавать обо всем самым первыми, вступайте в мою группу ВКонтакте. И конечно же не забывайте под видео оставлять свои комментарии, которые я обязательно прочитаю и на некоторые даже отвечу. Ну а на сегодня это все. До скорой встречи, мои дорогие друзья. Пока!